Покажи, на что способен. Раз, два, три, четыре. Так, потом... Ой. Я просрал задание. Иногда я забываю людей, но ты их не забывал, да? Да. Хотя, откуда тебе знать, что ты тоже никого не забыл? Что? Да, ребята, не такого поворота я ожидал. Тайлер уехал, он исчез. В предыдущей серии его буквально отчислили из универа и из этой общаги. Но у меня невероятно большое ощущение, что его история на этом не закончена. А еще нам продолжают лить в уши разное вранье. Зачем? Давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы окончательно запутались. Да, скажу честно, попытка связать в логическую цепочку историю про кровавые записки, пропажу людей, пропажу зданий, вранье о реновации, отчисление Тайлера и даже то, что Престон знает больше, чем хочет говорить, у меня не получается. Я ощущаю, как нас пытаются довести до точки кипения, водят за нос, суют противоречия, играют на этих противоречиях, но, как бы многое нас не путало, давайте будем иметь в виду главное. Эту странную дичь замечаю не только я. Поглядите на Престона, Джену, Шерон. Каждый из них подмечает и соглашается с тем, что некоторые моменты выглядят и звучат как минимум бредово. Само собой, просто выйти на улицу общежития и закричать во все горло: «Что здесь происходит, бляха-муха?» мне никто не даст, поэтому ищем зацепки. Как минимум проверяем сообщение. Здесь у нас ничего никто не написал. Я не могу ничего написать, обидно. Эй, обилка, привет. Доброе утро. Погладить, покормить и... О! Да ладно. Прогресс, ребята, впервые покормили обилку. Эй, Дилан, прикинь, я покормил кошечку. Что? Чем меньше людей в общаге, тем тише. Надеюсь, к нам не подселит кого-то еще. Или подселит кого-то не шумного, как ты. Я занят, Ложка. Ну ладно. В любом случае, я покормил обилку. Эй, Карл, привет, а ты чё? Может быть, уже наконец-то поговорим? Хватит меня избегать, пожалуйста. Да, что-то случилось? Слушай, я должен уже бежать. Декан просил помочь ему с подготовкой чего-то. Прости, пока. Да ты чё? Ты рофлишь? Карл, ну это же даже звучит глупо, стой! Что? Ладно, походу единственный, с кем я могу нормально поговорить, это Брэндон. Эй, Брэндон, здорово. Блин, комната стала совсем пустой, погляди-ка. Непривычно без всяких музыкальных штуковин Тайлера. Он еще и на сообщения не отвечает. Надеюсь, с ним там все в порядке, просто он говорил, что его родители ужасно строгие. Даже жалко его, что ли. Ну, да, есть такое. Все-таки как-то несправедливо, что ли. Надуманная причина, надуманная. А вообще, знаете что? Могу ли я проверить, сколько времени? 7:19. Окей, давай, наверное, еще заглянем к Престону, по-любому... Я не могу даже зайти, окей. Тогда у меня есть немного другая тема. Прямо сейчас у меня 6028 СТ. Если смотреть на мои автоплатежи, то... Что? Чердак появился. Ё-моё. Я только что хотел сказать то, что если вот это вычесть, то у меня остается еще 3000, но теперь... Баляха-муха, так я реально бомжара. Я примерно на 3000% уверен, то, что появятся новые способы заработка. Но какие и когда? Так, у меня есть вот такое задание. Вечериночка, 64 красной шерсти и баранина. Привет, овечки, давно не виделись. Встаем в очередь. О, Шерон! Так, погоди-ка, это явно что-то важное. Точно, я же ей написал, поговорил с Саймоном, он продолжает утверждать, что программа реновации существует, но я большего ничего не смог добиться. Эй, привет, Ложка. Слушай, прости, что не ответила вчера, я была очень занята. После твоего сообщения я перепроверила свои запросы, и представь себе, я кое-что в итоге нашла. Всего 2 статьи, совсем небольшие, но я тебе клянусь, их раньше не было. Как я могла их пропустить? Как? В общем, первое, это даже не статья, скорее, знаешь, заметка на сайте города. Там просто упоминается, что программа реновации была успешно запущена. Заметка датируется прошлым месяцем. Как?
Вторая статья была в городской газете о том, что в рамках программы снесли здание рядом с университетской общагой, где часто собирались неуспешные студенты. Фишка-то в том, что, судя по дате, статья была написана до того, как нашу заброшку снесли. Почему с каждым днем это становится все более жутким и загадочным? Ну, как минимум, потому что это все более загадочное, не? Получается, статьи появились сразу после моего разговора с Саймоном, да? Кстати, да, получается так. А, Шерон, ну так это все объясняет, бога ради. Как ты могла пропустить эти статьи в прошлый раз, а? У тебя что, глаз нет? Ничего жуткого, Шерон, мы просто невнимательны. Получается, статьи появились сразу после моего разговора с Саймоном. Вот. Печатает. О, кстати, Ло, я не стала писать об этом в прошлый раз, но... Саймон? Ты реально зовешь управляющего общежитием по имени? Я уже говорила, что ты странный. Ладно, неважно. Как эти статьи могли появиться после твоего разговора, если даты совсем другие? Я, конечно, не программист, и я не уверена, насколько сложно или легко поменять дату выпуска статьи, но, наверное, это не сложно, да? Я не уверена. У меня подруга учится на программиста, я, наверное, у нее спрошу. И, знаешь, если ты прав, то у меня появляется другой вопрос. Кто такой наш управляющий, что он смог задвинуть тему с реновацией сразу на 2 ресурса? Тем более таких глобальных. Хороший вопрос, хороший. Я попробую что-нибудь узнать. Не знаю, Шерон. Давай дождемся информации от твоей подруги, а потом решим. Так, я попробую что-нибудь узнать. Хорошо, но будь осторожнее, пожалуйста. Да, конечно, как без этого. Задание программы реновации обновлено. Сюда, так сразу читаем. Автор Шерон. Ага, вот тена-то, а. После недавнего разговора с Саймоном новости о реновации вдруг появились. Нет, я не верю, что это совпадение. Надо разузнать о нем побольше. Может быть, Кларк о нем что-то знает, а? Он же его секретарь, точно. Задача: узнать больше информации о проекте реновации. Во, наконец-то. Так, овечки, давайте мы быстро с вами закончим. Хорошо, что вы тут как раз поели. Итого у меня 117 шерсти. Ай-яй-яй, как замечательно. Но для задания нам понадобится еще 10 свечей и баранина. 16 баранины. Так, погоди-ка, кое-что хочу сделать. Верстак создаем, ставим. Могу ли я создать меч на добычу? Вот у меня кирка создается с эффективностью и удачей. А если я сделаю то же самое с мечом, то... О, добыча и острота, супер! Дайте баранину, пожалуйста. Огромное спасибо, 17 сырой баранины. И прежде чем я пойду к Кларку, напомню, в этом задании есть самое проблемное — железный нож. Это та самая штука, которая делается на ремесле 25. У меня сейчас 19-й, и чисто теоретически сегодня у Смита я прокачаю до 21 уровня, да? И я могу у него также книжки купить, и тогда будет 25-й. На книги у меня уйдет 2000 СТ, то есть останется 4000. Да... Как же много все это тратит, а? Прям, вот я зря арендовал чердак, вот реально зря. Эй, Кларк, здравствуйте! Я могу с вами поговорить? Престон? Так, погоди-ка. Привет, печатает. Эй, привет, Лулошка. Сегодня в 16:00 занятия по мастерству фотографии. В том же месте, где и в прошлый раз. Не опаздывай. Ого! Так эти занятия все еще продолжаются. Ё-моё, а я вообще забыл про это, честно говоря. Так, Кларк, здравствуйте. Слушайте, мне с вами надо побеседовать, очень важно. Что? А, ты? Да, что-то нужно? Пу-пу-пу, хочу кое-что купить. Да так, Кларк, просто поболтать захотелось. Эй, Кларк, а ты случаем не знаешь расписание управляющего общежитием, а? Откуда же я это могу знать? Нет. То, что я на него работаю, еще не означает, что я за ним слежу. Сейчас его нет, если что. Могу передать, что ты его ищешь, окей? Да, давай буду ждать. Нет, не говори ему, не надо то, что я на него копаю. Ладно, я понял. Хорошо. Спасибо. Надеюсь, то, что ты правда не скажешь, окей? Окей? Я сожру все твои компьютеры, если ты что-то скажешь. Так, тем не менее, давай-ка проверим, сколько все-таки стоит у нас обстановка в комнате. Вот, мастерская, блин, вот хватает. Я могу прямо сейчас это купить, но я понимаю то, что тогда я останусь без денег. Запоминаем, 5000 это самое первое, на что я потрачусь, окей?
Окей, до свидания, Кларк. Значит так, задание вечеринка. Мне помимо железного ножа, который требует ремесло, требуется 10 свечей. А 10 свечей это, насколько я помню, свиньи, да? Там, по-моему, нужны жир какой-то, по-моему, фитиль, да, нитка и животный жир. Убей жирное животное типа свиньи, коровы и рыбы при помощи ножа. А нож мне требуется из мода Delictful, да. Ремесло 25, 25. О! Кремниевый нож. Во, хорошо. Так, мне нужен кремень. Приветствую, сундучела. Кремня нет, обидно. О, найдено. Одну штуку забираем, с палкой соединяем и та-дам! Кремниевый нож. Надеюсь, то, что мы реально получим этот жир и все будет чики-пуки. Некоторые, кстати, спрашивают, почему я фермерство перестал прокачивать. Или, например, взлом. Потому что я забыл, ребята. Я правда забыл о том, что это можно прокачивать. Что? Карл. И новое сообщение. Лаки Банк. Поздравляем! Списание средств по автоплатежу интернет успешно произведено. И еще один. Списание средств по автоплатежу общежития успешно произведено. Что? Нет, стоп, так там же написано было, что... Погоди, но там было написано еще много дней. Это... я... Так, погоди, сколько у меня денег еще раз? 3300, господи, я только что мог мастерскую купить. Не, на самом деле хорошо, что не купил, но вот это что такое? Карл! Ложка? Да, привет. А ты чего здесь делаешь? В смысле, что я здесь делаю? Я вот хочу немного баранины. Пришел покормить животных, это же моя ферма. Это твоя ферма? А, ну конечно, твоя. Всем остальным достаточно общажной. Да и управляющий запрещает строить на территории. А к тебе-то он намного снисходительнее, да. Посади я на территории бамбук, меня бы уже давно выселили. Ну ладно. Это правда, что это из-за тебя Тайлера отчислили? Признавайся. О, ну наконец-то, Карл, наконец-то ты со мной решил поговорить, мне правда приятно. Нет, Карл, я понятия не имею, что вообще произошло, честно. Да, Карл, ты следующий. Так, ладно. Он сам виноват в своем отчислении. Нет, Карл, я понятия не имею. Правда? Я просто подумал... ладно, Ложка, прости меня. Я ведь знал, что ты неплохой парень. Но я все равно не поддержал тебя в споре с Тайлером. Потом было просто извиняться неловко, и я... Так, все, тихо, Карл, давай, перестань. Я тебя прощаю, все в порядке. Я никогда тебя не прощу. А что заставило извиниться сейчас, Карл? Ну, просто ты так любишь растения, животных, помогаешь всем. А я просто игнорировал из-за своей обиды. Когда мы пролезли в то здание, я очень расстроился, что ты меня обманул, Ло. Стой, подожди. А ты почему не на парах, а? Ой, стоп, погоди, почему я не на парах? Реально? А ты почему не на парах? Ну так я же сказал, декан попросил ему помочь. Сейчас. Я уже должен быть не здесь. Черт. Ладно, спасибо, что рассказал мне про Тайлера, Ло. Я побежал. Пока. Пока. Так, погоди, все? Мы с тобой теперь снова лучшие подружки? Черт возьми, да! Вот это хороший диалог. Так, если я повернусь. Он не исчезает, кстати. Так, погоди-ка, может быть, пойдем за ним? Я понимаю то, что мне нужно немного жира добыть, но тем не менее. Пока он не исчезнет, я хочу пойти за ним. Он, походу, сейчас уедет. Скорее всего, он подойдет к остановке и исчезнет. Да, просто исчез. Напомню, в 16:00 встреча с Престоном, то есть мне по-любому надо через 3 часа быть там. Но а пока что... Дайте мне жиру, пожалуйста. Бам! Обалдеть, 20 штуковин добыто, но ценой примерно половины фермы. Как же хорошо, что она у меня есть. Короче, нити забираем, со всем этим жиром соединяем и 10 свечей получаем. Опа, Альберт появился. Напомню, в этот раз я... Что там происходит? Погоди, там какие-то студенты что-то делают?
А, это они просто садились. Во-во-во-во, Смит, привет. Так вот, напомню, теперь все эти Альберты, Смиты, все эти фермерства, которые я не прокачивал, в этот раз я буду прокачивать. Но, Смит, раз уж я сегодня докачаю до 21 уровня, мне останется еще 4. Так что да, давай-ка я, наверное, торгану. Так, наличка. А, черт, у меня же денег нет. Привет, банкомат, на счете 3000. Мне нужно снять 2000. Спасибо. Эй, Смит, не уходи, пожалуйста. Торговать, купить 4 штуки. И да, я это правда сделал. Я понимаю то, что, возможно, я очень рискую. Но я заплатил сейчас за общежитие, я заплатил за интернет, пока что все окей. По автоплатежам, конечно, еще чердак будет, но он будет через 9 дней. И я очень надеюсь, то, что вот эти 9 дней, это реально 9 дней. Теперь учебник ремесло. Раз, два, три, 4. Фу, и сколько у меня? 23. Да, я, получается, прокачаю у Смита, и у меня будет полноценный нож. На всякий, кстати, тростник соберем. Как же быстро у меня тратится выносливость, я просто в шоке. Это при условии то, что сколько у меня прокачано? 22 стойкости. Ну куда мне еще качать-то? Возможно, я что-то пропускаю в единороге. Может быть, я что-то не прокачал? Так, это не выносливость. Созвездие вора. Кстати, а что у нас здесь? Украсть деньги из карманов на 10% проще. А я ведь это реально возьму. Погоди-ка. Я тут подметил, а ведь реально можно пользоваться этой механикой, и это дополнительная баблишка. Привет, вахтерша. Ты уж прости меня. Нифига! Смотри, украсть по 10 СТ 27% шанс. Ема. Это очень хорошо, что я это сейчас прокачал. Давай. Тихо. Уходи. Черт, нет! Да, я смог! Просто на последних крополях. Итак, 5 СТ. Да, смотри, здесь мне дали 1 или 2 монетки по 10, и еще 3 монетки по 5. Обалдеть! Я просто только что обогатился примерно на 30 СТ. Да, я понимаю то, что это не так много, и не у всех воруются деньги, но тем не менее, может быть, кто-то еще? Hello? Все на учебе, серьезно? Тогда пойду Альберта проверю, по идее я могу выполнить задание, да? Эй, здорово. Так, этот взлом в будущем явно как-то будет прокать по сюжету, поэтому я обязательно беру у тебя это самое задание, обучаться. Да? Что, хочешь научиться открывать запертые двери? Не вопрос. Расскажу тебе одну хитрость, но сначала покажи, на что способен. Задание взломать замок обновлено. Ну да, я помню. 1, 2, 3, 4. Ой, бляха. 4. Так, потом... Ой. Я просрал задание. Короче, я знаю то, что, оказывается, в этих сейфах лежат отмычки дополнительные. Но для того, чтобы мне открыть сейф, нужна первая отмычка. Да, спасибо. Все, окей, тогда не проблема. И еще раз. Разок. Да, вот, все, есть отмычки, замечательно. Ломаем все остальное. Да как так-то? Я не понял. Мне как будто квест усложнили. Я не выполню это все, у меня нет отмычек. Ну прости, Альберт, до свидания, я лошара. Задание со Смитом хотя бы нельзя завалить, потому что у меня точно будут ресурсы. Я помню то, что он появляется после 15, и пока что я его здесь не вижу. Ну все, окей. Здорово, хочу обучаться. Кто там? Ты! Хочешь изучить пару ремесленных приемчиков? Ха-ха-ха! Та-та-ра-та-та-пу-пу-пум, бра-па-пам! Вот мое задание. Спасибо. Проверка. Скрафтить 32 блока кирпича. Вот если бы у меня сейчас не было этого предыдущего запаса, то как бы я это выполнял? Реально копал глину, реально шел это все переплавлял? Видимо, да. Сейчас я сделаю это задание, и до того, как мне надо пойти к Престону, а к Престону нужно в 16:00, напоминаю, я также пойду и накопаю себе глины, потому что лучше у меня будет запас этого кирпича, нежели не будет. Эй, Смит, здоровенький. Отлично справился. Смотри, самое главное в этом деле... Да, получить 2 ремесла, помню. Спасибо. 25 ремесла есть, то есть я теперь могу сделать тот самый железный нож, но. Напомню то, что я хочу добыть много глины. Ага, вижу, лопата есть.
Работа выполнена, глина переплавляется. Далее мы соединяем палку и обычный железный слиток, получаем железный нож. И, по-моему, я выполнил задание, да? О, господи, как же у меня много-много предметов. 110% веса. Ща. Так, сколько времени? 15:56. Ага, Престон уже вот-вот. Итак, хочу свечку положить. Далее сырую баранину, пожалуйста. Железный нож. И красная Погоди. Стоп, я придурок, да? 64 красной! Я же краситель даже не добыл. Ладно, я успею это все сделать. Ой, тут уже, кстати, студенты Эй, собрались. друзья, привет! Идите Так, сюда! всем привет! Те же самые лица, кстати, тоже самые... Итак, друзья, сегодня на этом занятии я дам вам немного теории. А потом мы индивидуально обсудим ваши фотографии с прошлого занятия. Я просто подумал, что это будет полезнее, чем просто критика, верно? Пойдемте. Нам надо будет где-то присесть. Оки-доки. Больше людей не прибавилось. Ну, круто, кстати, то, что все те же самые скины. О, и походу мы будем теми самыми студентами, которые сядут на эти коврики, да? Ну, наконец-то. Так. Присаживайтесь. Ага. Ну-ка. Уф. Какой кадр-то, блин. Красивый. Итак, друзья, основой любого изобразительного искусства является композиция. Это фундамент для фотографий, рисований и кинематографа. То, о чем нужно узнать в самом начале. Хорошо. Давайте начнем с фокусного элемента. Что-то, что бросается в глаза первым. О, блин, мне так нравится, как это реализовано в виде кат-сцен с такой плавной анимацией. Реально круто. В общем, что я хочу донести до вас. Даже во снах есть фокусный элемент. Или же в воспоминаниях. Что-то, на что невозможно не обратить внимания. Он может выделяться из-за цвета, формы, расположения на картине, или отсутствия на ней. Способ акцента, знаете, не так важен. В общем, теперь вы должны сделать 3 фотографии с разными фокусными элементами. Потом отправьте их мне и подходите за комментариями к прошлому заданию. Удачи вам! Ничего не понял, честно говоря. Но, кстати, я провалил задание. Так, фотография обновлено. Эй, Нет, стоп, Престон! Нет! В итоге мы не поговорим. Начнем с фокусного элемента. Что-то, что бросается в глаза первым. Даже во снах есть фокусный элемент. Что-то, на что невозможно не обратить внимание. Так, ладно, давай задание прочитаем. Автор Престон. Надо сделать фотографии с различными фокусными элементами. Звучит вроде бы несложно. Уверен, я быстро справлюсь. Начнем с того, что фокусный элемент — это получается то, что сразу бросается в глаза. О, привет. Ты что делаешь? Ты бассейн фотографируешь? Понятно. А где другие? Я же могу посмотреть, что другие фотографируют. Студентка... Цветочки. Ну да, бросается в глаза, это правда. Наверное, мне нужно, во-первых, конечно же, единорога, как будто, ну, это очевидно. Еще раз, бам. Далее, мне можно стопку книг сфотографировать. Помойка, моя любимая, черт возьми. Да. И, наверное, вот этот какао. Хотя, ладно, я, наверное, человека какого-то сфотографирую за работой, понимаете? У меня... О, Жаклин! Здорово, Жаклин! Черт возьми, мы когда-нибудь нормально с тобой пообщаемся? Опа! Все, шикарно. Так, и по идее я выполнил задание, да? Кстати, а может быть с тобой поговорим? Ну-ка. О. Интересно, Престон каждую ночь сбегает из общежития ради девушки? Надеюсь, что да. Это так романтично. Что? Это какая-то новая информация о Престоне. Так, я вижу еще одна. Ты что фотографируешь? Ларек? У меня есть такая фотография. Поговорим? В прошлый раз было проще. Не было никаких условий. Просто фотографируешь и радуешься. Ты серьезно? Для тебя это сложное задание? Что ты фоткаешь? Столб? Ну да, согласен, интересно фотография, да. Так, короче, у меня 3 есть. Я могу, наверное, прямо сейчас перекинуть это Престону. Вот. Отправить последние 3 фотографии. И это... Какая сочная фоточка. О да, задание фотографии выполнено. О, Престон, кстати. Эй, Престон, может быть поговорим все-таки, а? Пожалуйста. Нет, как бы я по нему не нажимал. О, ложка. Слушай, а ты теперь весь семестр будешь ходить ко мне, да? Так, ладно, поговорим о твоих фотографиях. Солнце,
А у тебя на самом деле все хорошо с фокусным элементом. На большинстве фотографий я очень четко понимаю, что ты хотел. Вот, особенно мне нравится эта птичка. Она очаровательна. Но вот структура и баланс... На многих фотографиях все выглядит хорошо только за счет центрирования. Делаешь акцент на центре, а пейзаж дополняет картинку. Нет, Лолошка, это не лучший подход. Эти темы я буду объяснять чуть-чуть попозже. Но вот бамбуковую ферму ты сфотографировал очень правильно. Мне не хватило каких-то цветовых акцентов, правда, но они тут и не обязательны. Эти фотографии очень высокого уровня. Ты, должно быть, много работал с камерой. Случайно такие фотографии не получаются, поверь мне, Ло. Наверное, да. Наверное, с комментариями все. Новые фотографии я посмотрю на следующем занятии. Ладно. То есть ты проверял предыдущие работы. А я уже не помню, что я там фотографировал. А, да, реально. Птичка, солнце, бамбуковая ферма, он говорил. Бамбуковая ферма. Я разве фотографировал бамбуковую ферму? А, вот это. Да, это правда. Хорошая. Про Брэндона, жаль, ничего не сказал. Так, кстати, раз у нас тут Жаклин стоит, привет. Да почему я не могу с тобой поторговать? Это же очень странно, Жаклин. Как будто я должен, не знаю, что-то принести, может быть, деньгами помахать перед ней. Но это все равно не поможет. Ну что, Лолошка, опять? Ты не привык сдаваться, да? Я тебе рассказал все, что мог. Погоди, я вообще даже не думал, что я с тобой поговорю. Ты упоминал сны. О чем они были? Престон, ты знаешь, где сейчас Саймон Солус? Я просто хочу, чтобы ты посмотрел мою фотографию сейчас. Не-не-не, тут либо первое, либо второе. Блин, два вопроса очень интересные. Слушай, скажи, что ты видел, что тебе снится? Ты на это обратил внимание? Блин. Знаешь, иногда я забываю людей. Даже начинаю думать, что остальные тоже их забывают. Они просто делают вид. Я даже не могу это контролировать. Иногда они мне снятся. Вот. Не сами люди, если что, а воспоминания, связанные с ними. Только так я узнаю, что забыл кого-то. Боюсь даже представить, скольких я не вспомнил. Но ты их не забывал, да? Да, я не забывал. Интересно, в чем разница между нами? Хотя, откуда тебе знать, что ты тоже никого не забыл? В любом случае, это точно все. Я не могу тебе сказать больше ничего. Я хотел бы помочь, но мне действительно нечем. Уйди, пожалуйста. Ладно, это уже хорошо, Престон, спасибо. Может, еще раз? Ну, на всякий случай. Нет, все, вот на этот раз, кстати, реально не нажимается. Так. Ему снятся люди, которых он забыл. Я не могу контролировать то, как я их забываю. И мне снятся не люди, а воспоминания, связанные с ними. При этом начинаю думать, что остальные люди тоже их забывают. Они просто делают вид. То есть это значит происходит со всеми студентами. А может быть, меня тоже пытаются обработать, но не получается, потому что я какой-то особенный. Хо-хо. Это все, конечно, очень интересно, и надеюсь, то, что мне еще напишут. Но я напомню, 64 красные шерсти. Срочно! А ну-ка, Мак, ты же у нас красная шерсть, да? Да, красный краситель, все нормально. Объединяем все с шерстью и та-дам! 64 красной. То есть я могу прямо сейчас с полной уверенностью сказать то, что да, я сдам квест. 10 свечей, железный нож, сырая баранина. Следовательно, да, все, что мне остается, это дождаться 21:00. На всякий случай проверяем, что у тебя тут поменялось. Конечно же, ничего не поменялось, но... Денег у меня теперь не так много. Я не могу даже зарядную станцию купить. Вот настолько я обнищал, ребят. И... Да! Задание вечеринка выполнено! Ха-ха! Закрытие 21:00, продавец уходит. Тут самое важное, конечно, то, что я получил деньги. Итого у меня 2114 СТ. Это очень круто, потому что теперь я, по сути, не буду тратить эти деньги на ремесло, ибо я хотел себе только 25 уровень. Жаклин закрывает свой бар. Вот нафига она работает, если все равно у нее ничего нельзя купить, да? Каким образом люди забывают других людей, пока непонятно, но я напомню то, что Дилан ездил в университет, потом вернулся и сказал то, что он что-то забыл. То есть, получается, какие-то процессы с памятью. А может быть, стирание памяти происходит в момент этой черной дымки? Ладно, я
я не буду сейчас, наверное, додумывать. На этом давайте лучше будем постепенно заканчивать. Я уверен, то, что сейчас уже начинается буря. Это не просто затишье, это прям реально буря, которая вот-вот снесет здесь все к чертям собачьим. Ждем, ожидаем и не забываем про лайки. И подписки, конечно же. Ваши нажатия по этим кнопкам — это огромная мотивация, это огромное топливо для будущих сезонов, для будущих серий, поэтому, пожалуйста, не забывайте и умоляю вас, не пропускайте это мимо ушей. Спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Лолошка, и наконец-то нормальное отношение хотя бы с Карлом. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.